Головные боли – основные факты. Головные боли входят в число самых распространенных расстройств нервной системы. По оценкам, на протяжении последнего года почти половина взрослых людей испытывали головную боль по меньшей мере один раз. Регулярные головные боли ассоциируются с личным и общественным бременем боли, инвалидностью, сниженным качеством жизни и финансовыми расходами. Во всем мире меньшинство людей с головными болями получают соответствующий диагноз. Во всем мире головная боль недооценивается, не распознается и не лечится в надлежащих масштабах. Что такое головные боли? Регулярные головные боли входят в число самых распространенных расстройств нервной системы. Головная боль – это мучительное и лишающее возможностей нормально функционировать состояние, возникающие в случае немногочисленных типов первичной головной боли, таких как мигрень, головная боль напряжения и кластерная головная боль. Головная боль может также быть вызвана другими причинами или быть вторичной по отношению к длинному перечню других состояний. Например, головная боль, вызванная чрезмерным использованием лекарственных средств. Насколько распространены головные боли? По оценкам, на глобальном уровне распространенность среди взрослых людей головной боли с клиническими проявлениями по меньшей мере один раз на протяжении последнего года составляет около 50%. От половины до 3/4 людей в возрасте 18-65 лет в мире имели головную боль на протяжении последнего года, и более 30% из этих людей сообщали о мигрени. 1,7–4% взрослого населения мира страдает от головной боли, продолжающейся 15 или более дней ежемесячно. Несмотря на различия по регионам, головные боли являются всемирной проблемой, поражающей людей независимо от возраста, расы, уровня доходов и географического района. Каково бремя, вызванное головными болями? Головная боль не только мучительна, она также лишает человека возможности нормально функционировать. В глобальном исследовании бремени болезней, результаты которого обновлены в 2013 году, мигрень занимает 6-е место среди причин, связанных с годами, утраченных в результате инвалидности ИТ. Головные боли в целом занимают 3-е место среди таких причин. Головные боли являются ощутимым бременем для страдающих людей, включающим иногда значительные личные страдания, сниженное качество жизни и финансовые расходы. Повторяющиеся приступы головной боли, а часто и постоянный страх в ожидании следующего приступа оказывают негативное воздействие на семейную и общественную жизнь, а также на трудовую деятельность. Усилия, прилагаемые на протяжении длительного времени для того, чтобы приспособиться к жизни с хронической головной болью, могут также способствовать развитию других болезней. Так, например, показатели депрессии среди людей, страдающих мигренью или сильными головными болями, в 3 раза превышают аналогичные показатели среди здоровых людей. Типы головных болей. Мигрень, головная боль напряжения и головная боль, вызванная чрезмерным использованием лекарственных средств, имеют общественную значимость, так как приводят к высоким уровням инвалидности и плохого состояния здоровья на уровне всего населения. Мигрень – тип первичной головной боли. Чаще всего начинается в период полового созревания, а наибольшие страдания причиняет людям в возрасте 35–45 лет. Примерно в 2 раза больше женщин страдают от мигрени, чем мужчины. Это объясняется гормональными факторами. Ее причиной является активация механизма в глубоких отделах мозга, который приводит к высвобождению вокруг нервов и кровеносных сосудов головы воспалительных веществ, вызывающих боль. Для мигрени характерны рецидивирующие приступы зачастую на протяжении всей жизни. Приступы включают такие симптомы, как умеренная или сильная головная боль, которая односторонняя или пульсирующая боль, ухудшается при обычной физической активности. Боль продолжается от нескольких часов до 2–3 дней. Тошнота – наиболее характерный симптом. Приступы случаются от 1 раза в год до 1 раза в неделю. У детей приступы, как правило, бывают менее продолжительными, а абдоминальные проявления более выраженными. Головная боль напряжения
коротко это ГБН. ГБН является самым распространенным типом первичной головной боли. Об эпизодической ГБН менее 15 дней в месяц сообщают более 70% людей в некоторых группах населения. От хронической ГБН страдают 1–3% взрослых людей. ГБН часто начинается в подростковом возрасте. В основном среди женщин, на 3 женщин приходится 2 мужчин. Ее механизм может быть связан со стрессом или скелетно-мышечными проблемами шеи. Приступы эпизодической ГБН длятся обычно несколько часов, но могут продолжаться несколько дней. Хроническая ГБН может быть непрерывной и в гораздо большей мере препятствовать нормальному функционированию, чем эпизодическая ГБН. Этот тип головной боли описывается как сдавливающая или сжимающая боль, подобная боли от тугой повязки вокруг головы, которая иногда распространяется на шею или начинается с шеи. Кластерная головная боль, коротко это КГБ, тип первичной головной боли. КГБ встречается относительно редко. От нее страдает менее 1 человека из 1000 взрослых людей, причем на 6 мужчин приходится 1 женщина. КГБ развивается в основном у людей в возрасте 20 лет и старше. Она проявляется в виде частых, кратковременных, но крайне тяжелых приступов головной боли, для которой характерна боль в области глаз со слезотечением и покраснением, насморк или заложенность носа с той стороны лица, которая болит, и возможное опущение век. КГБ может быть эпизодической и хронической. Головная боль, вызванная чрезмерным использованием лекарственных средств, ГБЛ. ГБЛ возникает в результате хронического и чрезмерного использования лекарственных средств от головной боли. ГБ является самым распространенным типом вторичной головной боли. Она может поражать до 7% людей в некоторых группах населения, в основном женщин. ГБЛ бывает давящей стойкой и часто наиболее сильной при пробуждении. Социальное и экономическое бремя головной боли. Головные боли являются проблемой общественного здравоохранения с учетом связанной с ними инвалидности и финансовых расходов общества. В связи с тем, что головные боли наиболее мучительны в продуктивном возрасте с позднего подросткового возраста до 60 лет, их финансовая стоимость для общества, главным образом из-за потерянных рабочих часов и сниженной продуктивности, оценивается высоко. Так, например, в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии из-за одной только мигрени ежегодно теряется около 25 миллионов рабочих или школьных дней. Эта финансовая стоимость соответствует стоимости ГБН и хронической ежедневной головной боли вместе взятых. По данным одного обследования, головная боль является одной из основных причин обращения к врачам. 1/3 всех неврологических консультаций была проведена по поводу головной боли. Тем не менее, многие люди, страдающие от головной боли, не получают эффективной медицинской помощи. Так, например, в Соединенных Штатах Америки и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии лишь половина людей, у которых выявлена мигрень, на протяжении последних 12 месяцев были на приеме у врача по причинам, связанным с головной болью, и лишь 2/3 из них был поставлен правильный диагноз. Большинство людей полагались исключительно на лекарственные средства, отпускаемые без рецепта. Лечение. Для обеспечения надлежащего лечения головных болей необходима профессиональная подготовка специалистов здравоохранения, точная диагностика и установление состояния, надлежащее лечение эффективными по стоимости лекарственными средствами, простые изменения образа жизни и санитарное просвещение пациентов. Основные классы лекарств для лечения головных болей включают анальгетики, противорвотные средства, препараты от мигрени и профилактические лекарственные средства. Препятствия для эффективной медицинской помощи. Основным клиническим препятствием является недостаток знаний среди медицинских работников. В программах медицинского образования во всем мире обучению в области головных болей отводится в среднем лишь 4 часа. Большинство людей с головными болями в мире не получают правильного диагноза. 40% людей с мигренью и ГБН
и лишь 10% людей с ГБЛ. Плохая осведомленность среди общего населения. Головные боли не воспринимаются населением в качестве серьезных расстройств, так как они в основном носят эпизодический характер, не приводят к смерти и не заразны. Низкие показатели обращения за медицинской консультацией в развитых странах могут указывать на то, что многие люди, страдающие от головной боли, не знают о существовании эффективного лечения. По оценкам, 50% людей с головными болями занимаются самолечением. Многие правительства, стремящиеся ограничить расходы на здравоохранение, не признают значительного бремени головной боли для общества. Они могут не понимать, что прямые расходы на лечение головной боли незначительны по сравнению с огромной косвенной экономией затрат, например, путем уменьшения количества потерянных рабочих дней, которое может быть достигнуто при выделении ресурсов для надлежащего лечения головных болей. Деятельность ВОЗ. Такое очевидное бремя призывает к действиям. ВОЗ признает это и является партнером неправительственной организации облегчения бремени Lifting the Burden в проведении глобальной кампании против головной боли. Эта инициатива, начатая в 2004 году, направлена не только на повышение осведомленности в отношении головных болей, но и на улучшение качества медицинской помощи при головной боли и расширение доступа к ней во всем мире. В 2011 году ВОЗ опубликовала атлас головных болей с описанием бремени, вызванного головными болями, и ресурсов, имеющихся для его облегчения.